Это самая грязная машина в моей жизни. Просто посмотрите, я не понимаю, кто-то пописал сюда. Бля, какой отстой. Нашли машину HR. Вот что ждет в каршеринге, ребята? У нас тут уже начинается подготовка к ближайшему отпуску. Поляки очень любят жаловаться на погоду. Да ты, короче, понял. Мы взяли машину в Панке, и нам написало, что нужно заправить эту машину. И мы знаем, что если заправляешь машину в Панке, то они дают какой-то там бонус. Какой-то денежный бонус. Мы заправили 95-м. Тут у нас была карточка, написано 95-й. Все как классно удалось. Да, и что, ты супер. подошел? Вот такая карточка. Так, только надо ехать. Так, ну, вот такая карточка. И все, ты ее приложил, наверное, да? Нет, вставил. Там Вставил? чип. А, Ну, чип, пин-код. ну. На обратной стороне ввел. А что нам за это будет? Я сказал бонус. 15 злотых. 15 злотых, супер. Мы опять взяли Панек. Боже, ребята, это самая грязная машина в моей жизни. Хуже я еще никогда не видела. Просто вы должны это увидеть. Если вы думаете, что машина бывает грязной, вы, наверное, представляете, что там где-то песок на полу и там пару бумажек. Это тут тоже есть, но тут есть больше. Ой. Вы должны это увидеть. Во-первых, тут очень много изъянов, Сашка фоткает. Вот там стоит 4-й, мы хотели ее взять, но не работает двигатель, сильник. И просто... Сейчас Сашка сфоткает, я вам покажу. Просто посмотрите, я не понимаю, кто-то пописал сюда. Саша, что это? Пиво? Или кто-то, надеюсь, не писал сюда никто? Это ужас. Что это? Посмотрите. Кто-то просто разлил газировку вот на это все. Это все прилипло. Песок. Ой, блин, вот там что-то осталось. Какие-то билетики. С парковки. А, с парковки. Да, это парковка, мы тоже Всё, на ней садись. были. О, блин, я не хочу сюда садиться. Ужас. Мы выяснили, что, скорее всего, это энергетик, потому что пахнет энергетическим напитком. И мы увидели банку энергетика. Бля, какой отстой! Ужас! А вот это, смотрите, вот тут все оторвали. Боже! Ужас! Тут какие-то... Массакра. Почему-то, мне кажется, есть такое негласное правило, что если ты берешь не свою машину, Саша, то ты должен еще лучше к ней относиться, аккуратно, как бы, нет? Сашка, я не права? Да. Но почему-то люди просто, свиньи, я не могу по-другому сказать. Ну ладно, вы тут намусорили, нагадили, блин. И вы думаете, и вы ее оставили, эту машину, и, наверное, люди думают, бля, подъехала машина, надо выезжать сейчас, да. Ладно, мы выйдем, потом расскажу. Короче, мой месседж в том, что, бля, вы охерели, блин, мусорить, свиньи, блин, какие-то. Тот, кто это делает, карма, блин, настигнет. Будете всю жизнь кататься на старой дряхлой этой вонючей машине. Все, кто это делает. Нашли машину HR Toyota, и вот будем менять вместо той грязнухи. Да нормально. Надеюсь, она внутри тоже. Ну, тут она... Ну, мы уже сфоткали, вот тут ушкадзона, вот так. И, короче, меняем и едем. Ее, кстати, нужно заправить, и плюс мы за заправку получим 15 злотых. Класс? Надеюсь, что Сашка сказал класс. Ну, он просто занят, он пишет. Перезагрузи. Я не могу ее, типа... Вот что ждет в каршеринге, ребята? Посмотрите, даже не хочется это брать в руки, но... карта есть? Наверное. Вот тут сигареты курят, тут так воняет сигами. Ой, фу, так грязно. Топливная карта. Circle. Circle. А тут Только... Орлен. Ну, нам Орлен Надо только. по-другому. А было обычно 2 бывает. А может вот тут? Подожди. Нету. Как всегда, грязь зато есть. Ладно. У нас тут уже начинается подготовка к ближайшему отпуску и Сашиной рабочей поездкой. Поэтому вот такая огромная посылка. Как думаете, что там? Считаю до 2. 1, 2. Угадали, правильно. Чемодан! Мы заказали такого необычного цвета и, такой большой по размеру.
Да, Сашка? Да, заказали в польском магазине. Угу. Витха. Как он там Ну, называется? какой-то, не знаю, как он правильно читается. Ну, через W. так Короче, пишется. скидка была, как всегда, у нас на канале. Кстати, да. В канале. В телеграм-канале. Дешево обошлось, очень. Да. Конечно же, мы советуем вам заходить чаще на телеграм-канал Сашки, потому что он там каждый день скидывает какие-то супер классные Ну, предложения, я но фигню- мы сами ими Ну, пользуемся. фигню я не скидываю там Да. всякую, а только то, что вот нравится. Ну, то есть он не Полезно. засоряет Ну всяким да, можно было мусором. бы скидывать и 20 постов в день, Ну. но всякое фуфло не Но хочется. зато качественно, но каждый день. Мы сами этим Ну. пользуемся. То есть там у нас скидки на еду очень классные, выгодные доставки, каршеринг классный всегда, если что-то выставляют. О, на такси скидки, да вообще там все что угодно, одежда, еда. Поэтому заходите и подписывайтесь на наш телеграм-канал, не пожалеете. Тяни. Подожди, я так не удержу сейчас. Достали, такой зеленый. Лаймовый. Класс. Ну, мы захотели какой-то яркий, но не прям такой желтый-желтый. Что-то такое более-менее универсальное. Офигеть. Такой красивый, Сашка. Повози его. Там Откроешь? должна быть Что? торба. А. Может, тут открыто. Саша еще заказала бесплатную доставку пакет. Чтобы был... Нету. Есть. Есть? Ну, из-за пакета была скидка. Без А. пакета было там 260 злотых. А с Сколько ты пакетом отдал? 180. О, смотрите. Пакет Витхен. Витхен. Не, ну он огромный. Я думала, буду на работу носить, но он все-таки огромнейший. Можно, там было поменьше. Да, надо было поменьше. А я как-то прикинул, что вроде нормальный размер. Не, ну это огромный, куда? Огромный. Ну ладно, чупика буду носить там. Это идеально получается. Всё, Да. Возврат пакет не Возврат подошел. пакета. Короче, вот такой чемодан. Откроешь посмотреть? Но внутри он выглядит обычно, ну, как и все. Вот тут закрывается. А, вот еще дополнительный карман, может, для каких-то документов. Вот тут вещи. Ну, мы вынуждены были купить такой побольше. У нас есть маленький. Не сунь нос. Так, это долей. А это да. Ну, куда мы летим, пока не расскажем. Да, Сашка? Ну, такой легкий. Или расскажем? Не расскажем. Расскажем уже попозже, ребят, когда полетим. А это хорошее качество? Кто там? Полипропилен? Они легкие и такие гнущиеся. Прочные. Потому что есть обычный пластик, и Мгм. он может лопнуть, треснуть. И Угу. всякое неприятное произойти. Ну, а с этим должно быть шистка в пожонку, да? Мгм. Ну, вот такая распаковка. Ну, какой у нас классный ужин. Такой вот лисички Угу. жареные, картошка жареная. Класс. Это прям из детства. А еще у нас в холодильнике холодник стоит. Вот это прям летний. Деревенский летний такой. да, вот этот. Воспоминания, вот Из еда детства. из детства летняя, супер вообще. Я так прям захотела в деревню вернуться в то время, в детство. Вот у меня, Сашка, такие воспоминания, знаешь, в детстве лисичек дядька наберет в лесу, лисичек принесет. Но они как бы их выглядело в корзине так много. Но когда их начинают жарить, там просто вот сгулькин нос. Ну, здесь как-то еще уменьшилось больше. Вообще дорого, конечно. Я. Это не в лесу пойти набрать. Мгм. И вот я в детстве только лисички любил. Остальные грибы Ага. мне как-то неинтересно. Ну, они невкусные какие-то вот такие. Не, мне еще нравились зонтики, Я мои такие любимые, люблю. жареные. О, это вообще вкусно. А ты ел у меня в деревне, нет? Не уверен. Есть должен был. Мне кажется, это мои самые любимые грибы. Все знают, что я их съем все. А про холодник? Ну, еще вот холодник именно со щавля должен быть. Я свекольный никогда не любил. Я не знаю. Тоже. Ну, у нас особо его реже делали или вообще не делали. Мгм. Я первый раз там то ли в школе, то ли где-то в какой-то столовой попробовал. Что он такой сладкий, какой-то странный. Ну, и красный. Мгм. Зачем? Я Короче, не еще... люблю и не любил. Ну,
Я нормально к холодняку, но вот тоже из свеклы, наверное, не очень. Мне вот... Я вообще люблю щавель. Мне нравится суп из щавля нормальный, такой теплый и холодник. Я еще никогда, наверное, не ела из кваса, или как это называется, из кефира. Ну, окрошка. Окрошка. Я никогда ее не ела и есть не хочу. Хотя говорят, что это вкусно. Я прям... Нет, Ну, не там, хочу. там всякие еще Но. копчености, какие-то Очень соленья. странно. Сегодня были в Фудзе. Мы просто записываем этот дубль 30 раз. У Сашки уже такое лицо, он так сниматься не хочет. Ладно, покажи, что там. Мы были в пекарне на рынке. Мы взяли в прошлый раз там кусочки... Тортик. Ну, типа, да, Наполеона и медовика. И И было так скажи, вкусно. это было 10 Это было из 10. наивкуснейшее. Это было так вкусно. Вот запомните, Монка, цукерня, пекарня. Но и это еще может зависеть от локации. Конкретно на кто рынке живет в вкусно. Лоде, есть рынок. Как называется рынок наш? Гурняк. Гурняк, ребята. Он там первая вот эта вот пекарня, прямо на входе. Да. Пожалуйста, если вы будете, не проходите мимо. И именно Наполеон попробуйте. И там еще мы пробовали Наполеон, мы пробовали медовик. Это было 30 из 10. А 100 из Рафаэлло не 10. очень. А, Рафаэлки были не очень. И пробовали еще хачапури. Салями, сыр и хлопей. А, не-не-не, помидоры. Это было Когда 300 из 10. Когда мы увидели, что они спасают еду, Мгм. то это было Это совпадение. было совпадение. И, короче, давай. Доставай. Все упаковано. Это вишневая. Вишнёвый хачапури. Офигеть. Это что? Это, видимо, Булочка. тоже. Какая-то... Ой, я так это заслужила в конец дня. Я сегодня ела только в 11 часов. Это хачапури. Это хачапури. Ну там с чем конкретно узнаем. О, класс. Я Это щас- треугольник. Это треугольник. Не Вообще, знаю, что это за сладкий, не сладкий увидим. Потом. Угу. А еще что есть? Вот это какой-то хлеб, не знаю. Хлеб? Я не знаю, что это. Он мягкий? А что это лепешка какая? Ну, какой-то сыр сыром. с кунжутом. Ну, так, ну, хлеб. Блин. Ну, соленый, не знаю. Интересно. Подожди. Реально что-то с сыром. Класс. Ну, конечно. Интересно. Короче, приятного аппетита. Это достойно. Это одна из немногих не доставок, а когда спасаешь еду, одна из немногих точек, которой мы довольны 10 из 10. Мы еще не пробовали. Да это 100% вкусно. Ну, должно быть. Я иду с работы. Посмотрите, какая темень, блин. То есть я сейчас осознала, что все лето заканчивается, чтобы вы понимали, сейчас только 7 часов вечера, 7:40, ну уже ближе к 8, но все же уже так темно, все лето закончилось, потому что летом я возвращалась в такое время, и всегда было светло. А сейчас уже все осень. Осень наступает, к сожалению. Хотя, может, к счастью, мне кто-то рассказал, что поляки очень любят жаловаться на погоду. Типа, они все время жалуются. То холодно, они все жалуются. Потом, когда тепло, они жалуются, что слишком тепло, слишком много дождя падает, идет. Либо много снега, короче, постоянно жалуются. А, кстати, я это услышала на радио Эска. Точно, мы ехали в машине с врачом в ОСУ, и мы слушали там Эска, наверное, это самое популярное тут радио, и вот там подшучивали над этим, что поляки, как никто, жалуются вот, всегда на погоду, что все время все плохо, либо очень холодно, либо очень жарко, либо много падает, либо много идет дождя, либо падает снег. Короче, постоянно они этим недовольны. Но на самом деле, насколько я знаю, мы в Беларуси тоже реально жалуемся. Мне кажется, и в России люди тоже постоянно жалуются. Ну, то типа это у всех так. Постоянно мы, люди, недовольны. Когда мы были довольны хоть чем-то. Я, знаете, вспоминаю времена, когда из Беларуси можно было выезжать по визе куда-нибудь, куда угодно практически. А сейчас... И тогда мы жаловались, 80 евро за эту визу заплати, куча всего, куча проблем, куча бумажек нужно собрать, хотя по факту не было никаких проблем. Ты всего лишь отдавал там 80-60 злотых, евро, если 80, вот мы делали литовскую, если 80, то это в визовом центре, а 60 в самом где делают визу? Я забыла слово, ребят.
Ну вот, и не было же проблем по факту. А проблемы у нас начинаются... а вот сейчас, когда уже нельзя даже выехать, с таким трудом нужно делать визы, это просто какая-то массакра. Сейчас уже можно жаловаться, тогда не стоило жаловаться. Хотя, может, и сейчас хотя бы можно хоть как-то сделать эти визы. Но мы, например, вот родители никак пока не можем привезти, хотя очень бы хотели. У нас нету сталого побыта, никак не можем их позвать. Поэтому будем встречаться на другой территории. Вообще иду такая про себя и думаю, блин, мы же реально люди, мы всегда чем-то недовольны. Ну вот тогда мы жаловались на визу, потом этот ковид. Потом мы жаловались на... Ну, ковид, ладно, это за скобками, типа, ковид это всегда плохо. Но постоянно мы жалуемся. Ну вот это наше человеческое нутро. Но хочу сказать вам, я тот человек, который оптимист. Я всегда, практически всегда найду оправдание всему. И типа я могу сказать, ну что поделать, такая вот жизнь, будем искать какие-то новые варианты, новые, не знаю, новые пути решения проблемы. Как бы я ненавижу унывать. Унывать это не мое. Конечно, я могу погрустить, и, как и все. Но я реально всегда оптимистично настроена. Это и мой минус, и мой плюс. Понятное дело, у меня, как и у всех, были проблемы, куча всего, но обычно, не знаю, я либо глупая, либо что... Ну, скорее всего, я списываю это на глупость, что я очень быстро забываю плохое. Я всегда ищу хорошее, но к моей памяти у меня огромные вопросы. Мне очень сложно запоминать многие вещи, и вот проблемы входят в эту же категорию. Они у меня тупо не запоминаются. Ну и еще хотела сказать, что мы внесли некоторые изменения в наш YouTube-канал. Теперь видео будет выходить еще реже, потому что много работы, много дел навалилось. И мы сами хотим поработать побольше. И поэтому будет выходить только одно видео в неделю в воскресенье. Потому что видео нужно не только снять, но его нужно смонтировать, сделать фотку. Короче, да, куча всего. Вот, поэтому пока такие изменения. Может быть, когда-нибудь мы вернемся к 2 видео в неделю, а может и к 3, да, кто там его знает. Но пока будет вот так. И вот. Ну, думаю, что никто не расстроился. В воскресенье это тоже неплохо, зато будет видео немножко длиннее. Конечно, ребята, я уже прочитала ваши мысли, что вы ужасно расстроились. Как вы будете без нашего видео по средам? Ну уж извините-ка. Ну уж извините-ка, что поделать. Такая жизнь. Еще у нас с Сашкой возник спор по поводу того, снимать видео такие, где мы снимаем там распаковки или нет. Саша утверждает, что это вообще никому не интересно. А я утверждаю, что ради этого нас и смотрят 600 человек. Ради чего еще не приходят на наш канал? Короче, он говорит, что никому не интересно то, что мы заказываем. А мне вот всегда интересно, что мы заказываем. Вот, поэтому посылок, так как Саша настоял, посылок будет тоже меньше. Возможно, и правда нужно меньше такого снимать. Блюшкин дед, что это было? Возможно, и правда такого меньше нужно снимать контента. Ну, короче, мы решили что-нибудь переосмыслить на канале. Что и как это будет, посмотрим вместе с вами. Чупи. Чупи так встречает, прыгает. Он так всегда встречается дома. Прыгай, прыгай, прыгай. Ну что ты, мой прыгун, идёт. Ты ударился головой, ты слышал? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, вредина. Вредина, котлетина. Смотрите, меня угостили маленьким цукини на работе. Мне Луиза, врач, говорит, да я тебе принесу небольшой цукини. Вы смотрите. Больше чупсика. Смотрите, он весит как чупсик. Ну, такой небольшой. Малютки. Я сегодня ее увидела, говорю, Луиза, спасибо за маленький кабачок. Это как раз наш размерчик. Не знаю, надо что-то готовить. А ты сейчас спрашиваешь, а ты что-нибудь уже придумала, что приготовить? Да, конечно, блин, тут сколько надо блюд приготовить. Ты что там делаешь, а?
Мячик свой зуб. случайно завалил. У нас просто есть прикол с Чупи, что он постоянно что-нибудь внутрь кроссовка положит, и потом очень долго достает, и ему нравится эта игра, прям там доставать, и все время как бы случайно игрушка попадает в наш кроссовок. Совершенно случайно. Просто проходит мимо, и игрушка падает. Ты что там делаешь? Нет интернета у нас, косяк. Ой, где косяк? Я вот в таком виде иду в дальнюю жабку. У нас нет интернета. Короче, очень все расскажу, идемте. Но запомните этот вид. У нас в доме отключили интернет. Ну, честно говоря, это мы думаем, что в доме, но у нас как бы не работает. И в доме в жабке не работает. В чате люди ничего не пишут о том, что у них тоже отключили интернет. А мне нужно отправить Сашин паспорт, чтобы ему поставили визу в Англию. Мы рассказывали, что Саша подавал документы на визу в Англию с возможностью иметь паспорт при себе. То есть, ну, вот так вот оплатили. Оплатила его фирма с такой возможностью, что он может иметь паспорт. А когда уже ему будет известно, что ему визу поставят, то тогда он может отправить паспорт курьером. Жабка сотрудничает с PDF, и в жабке обычно можно оставить любую посылку, которую тебе нужно отправить, там, не знаю, возврат какой-то. И вот это письмо тоже можно отправить. Но вопрос в том, что нет интернета. И я вот, видя, как выгуливала Чупика, показывала своих легендарных красных шляп, иду в другую жабку, надеюсь, что там удастся отправить. А может быть такое, что интернета нету во всем районе? Интересно, либо это у нас. Но мы уже на всякий случай написали в службу поддержки, чтобы они пришли и нам сделали интернет. А вообще, получается, я живу недалеко от школы Жак. Вот здесь вот за решеткой школа Жак. Их почему-то две, может, это, не знаю, два отделения этого Жака. Ну, типа, тут учатся на одну профессию, а еще Жак там рядом учится на другую профессию. Может быть, так? И тут у нас построили вот такое новое здание. Тут будет какая-то реабилитация. Тут будет какой-то реабилитационный центр. Не знаю. Ну, интересно. 2 года назад, когда мы въехали, тут вообще ничего не было. Только наш дом. А за 2 года уже столько всего разрослось. Так что интересно наблюдать. Как я уже говорила, район этот обожаю. Ну вот, уже видно, что диагностика какая-то, регулярный контроль состояния здоровья. Ну, еще пока не открыли, но только вывеска есть. А вот моя жабка. Иду в жабку. Если в этой не примут, есть еще вот там. Ну, жабки — это такой магазин, где очень часто их можно встретить на каждом углу. Ой, еще открыли кабинет косметический кабинет. Лифтинг. Что-то лифтинг можно делать. Омолаживаться можно, лифтинг. Короче, и брови, и ногти, что хочешь. А вот теперь и понятно, для кого это диагностика. Это для женщин, которые беременны и которые планируют забеременеть. Теперь нам осталось дождаться 2 вещи. Это чтобы нам включили интернет хоть каким-то способом. Либо приехал чинитель интернета, либо он сам как-то появился, как и у всех. Ну, нам неизвестно, у всех отключили. Нет, нам известно, что только в нашей жабке нет интернета. Мы как-то так связали, что, возможно, у всех нет интернета. Ну и дождаться паспорта, чтобы он... Мы, получается, сегодня пятница, не знаю, заберет... ПДД... Ой, как это? ПДД... Короче, поняли. Заберут они посылку. Как это? ДПД? ДПД. Заберут они посылку или нет? Остается дождаться сегодня. Потому что нам нужно, чтобы паспорт пришел в течение 2 недель. Потому что мы уезжаем. Да, туда, куда нужен паспорт. Ну, вообще везде белорусы, когда куда-то едут, у нас на самолет всегда спрашивают паспорт, когда мы летим. У нас не спрашивают карту побыта, потому что, наверное, не особо важно иметь карту побыта. Ну, когда вылетаешь, я имею в виду. А вот паспорт обязательно нужно иметь.